Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Посмотрите, какие растения я купила. Это лечебные растения. На переднем плане это алоэ или столетник. А на заднем плане денежное дерево или толстянка. По-разному называют. Эти растения я купила для того, чтобы лечить свои орхидейки. Алоэ я купила за 100 рублей, а денежное дерево мне досталось бесплатно. Мне необходимо отломать у них листики. Не все, конечно, мне так жалко. Но что не сделаешь ради орхидей. Ой, я очень долго решалась на этот шаг, чтобы их обломать. Я же очень люблю растения все. Вот тут, представляете, надо отламывать листики. Но я для этого и купила. Ну, конечно же, мне еще хочется, чтобы у меня росли эти растения. Здесь вот, например, есть еще деточки, которые будут расти. В общем, мне нужно отломать листики и положить их или в черный пакет в холодильник, или в обычный пакет в морозилку на 2 недели. В листиках образуется еще больше питательных веществ, чем сейчас. Можно использовать и свежие листики. Во-первых, выделится меньше сока из этих растений, а после заморозки будет гораздо больше сока. И знаете, откуда я узнала этот метод? С канала «Классика орхидейного жанра». Там Наталья все подробно об этом рассказывает. Я постаралась поподробнее изучить эти методы и хочу попробовать использовать их на своих орхидейках. Этими растениями нужно быть очень аккуратными. Они опасные для животных. Животные очень любят пробовать все на вкус и грызть растения. Не все, конечно, но некоторые есть такие любители. Так что надо быть поаккуратнее. Для животных это опасное растение. Так что убираем их подальше от наших домашних питомцев и любимцев. Эти растения полезны для орхидей тем, что они восстанавливают тургор на орхидеях, если он потерян. Если у орхидеи потеряны корни, то они должны вырасти при помощи этих растений. Эти растения обладают лечебными свойствами и стимуляторами роста и развития растений. Так что я хочу провести эксперимент и опробовать эти растения на своих орхидейках. Обязательно буду показывать вам результаты. Я потихонечку отрезаю листики у толстянки или крассулы, или денежного дерева по-другому. Использую алоэ, который я нарезала, вот у меня в тарелочке. И я обмазываю все свои орхидейки, которые слабенькие. Вот, например, орхидейка Мальвина с обычным цветением. Ее я обмазала. У нее листики, кстати, мягенькие. Хорошо, что я это сделала. Говорится, что после использования денежного дерева, толстянки, это одно и то же растение, или алоэ, у орхидеек восстанавливается тургор. Вот я сразу же и решила попробовать. А это орхидея Феррара. Она отжелтила один лист, и у нее некоторые корешочки испортились. Некоторые хорошие, а некоторые испортились. Эти плохие и хорошие тоже есть. Я обмазала листики. Кому алоэ, кому толстянкой. Лила орхидейки, у которых гнилые наполовину корни, антибиотиком вильпрофен человеческим. У меня такой был, и я его использовала. Выкидывать жалко, как раз пойдет в дело.
И я сняла пакетики у моей орхидейки Вероника. И листики немножечко потеряли тургор, вот особенно нижний, прям весь сморщенный и тоненький. Так что я обмазала и эту орхидейку, ее листочки толстянкой. Надеюсь, что ей поможет. Я вам показывала, что у нее растет корешочек, но я и шейку тоже обмазала. Еще дополнительно толстянкой. Пусть еще лучше корешочки растут. Листик вот у нее растет. Это моя орхидейка Исмаэли. У нее корешочки хорошие, но у нее отвалился после покупки листик, пожелтел. Не отвалился, а пожелтел. Шейка у нее не гниет, хорошая, корешочки тоже не портятся. Я тоже ее полила с антибиотиком и протерла листики толстянкой. Так, вроде бы вам всех показала. Еще я хочу сейчас достать орхидейку Фронтера. Вот она. Она у меня стоит на наращивании корней. Она пустила в рост корешочки, но зимой закуклила их. И я хочу ее тоже обмазать толстянкой. Листочки со всех сторон, шейку. Кстати, у Феррары я вам не показала. Растет листик. Это без всяких обработок. Она умничка все равно. А то я испугалась. У меня же это уже третья Феррара. Побоялась, что я ее тоже потеряю. Так что на всякий случай я ее пролила антибиотика немножечко в корешочки и протерла листочки толстяночкой. Так что будем ждать результатов. Обязательно вам буду показывать, если результаты появятся. Вот, например, вот эти две орхидейки, у них у листочков слабый тургор. Должно быть к завтрашнему дню уже улучшение. Посмотрим, проверим. Так, обмазал ей листочки. И сейчас уже высох сок толстянки. И сейчас я обратно обкладу листики ватными дисками смоченными и в пакетик заверну, чтобы орхидейка получала влагу, потому что у нее нет корней совершенно. Главное, что у нее новый корешочек растет, чему я очень рада. Надеюсь, еще вырастут корешочки. Показала вам своих, надеюсь, выздоравливающих. И буду с вами прощаться, дорогие друзья. До скорой встречи. До новых видео. Пока-пока.